Всем привет, меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Как и обещал, продолжаем разговор о владельце процесса. В прошлый раз мы познакомились с тем, кто такой владелец процесса, что он делает и почему это вообще важно. В этот раз мы разберем, где же его взять и как его правильно выбрать. Вынужден огорчить всех тех, кто ждет готовый рецепт в качестве ответа на этот непростой вопрос. Простого ответа здесь, увы, быть нет и быть не может, но могут быть некоторые полезные советы. Переход к процессному управлению и введение роли владельца процесса связано с перераспределением полномочий. Иногда определить владельца процесса просто и очевидно, а иногда не очень. Рассмотрим на примере сквозного процесса, то есть такого, который проходит сквозь границы функциональных подразделений. Раньше вся работа в рамках этих подразделений выполнялась полностью под контролем руководителя отдела. Теперь же мы говорим, что появляется новая зона ответственности, которая пересекает границы этих отделов. Кто в данном случае будет руководителем процесса? Может быть, руководитель первого отдела или руководитель второго отдела? А может быть, это будет просто человек со стороны, который не имеет отношения ни к первому отделу, ни ко второму. На самом деле, все может быть. И здесь существует несколько базовых подходов, которыми часто руководствуются. Подход первый. Владельцем процесса станет тот из участников, у кого больше полномочий, то есть руководитель более высокого порядка. Этот подход очень часто используется на практике и может быть действительно полезен. С другой стороны, мы перегрузим и без того загруженного руководителя. И может получиться так, что один человек станет владельцем десятков процессов. Ну и как вы понимаете, ни один из этих процессов не получит должного внимания. Подход второй. Выбирается сотрудник, выполняющий максимальное количество операций в процессе. Подход часто используется на практике и имеет место быть во многих случаях. Конечно, такой сотрудник многое знает о процессе и наверняка имеет отличные идеи по поводу того, как его улучшить. Но я думаю, что со мной многие согласятся, что это решение из разряда в лоб. И руководствоваться таким правилом, как максимальная загрузка при выборе человека на столь ответственную должность, как владелец процесса, может быть не самой лучшей идеей во многих случаях. Подход третий. Выбрать сотрудника, который задействован в самых узких местах процесса. Вообще такой подход имеет существенный смысл с точки зрения эффективности процесса. Особенно если вы знаете эти самые узкие места процесса и уверены, что сейчас за них отвечают правильные люди. Если же нет, пожалуй, стоит поискать другие варианты. На самом деле рассмотренные три подхода не являются самыми правильными с точки зрения процессного управления. А вот следующие два имеют намного более глубокий смысл. Подход четвертый. Выбрать сотрудника, который находится ближе всего к клиенту процесса. К внутреннему клиенту или к внешнему, то есть тому, кому продается результат процесса. Вообще, этот подход, выбор владельца процесса, является самым близким к самой идее процессного управления. Потому что такой сотрудник знает и чувствует, что нужно сделать и поменять в процессе, чтобы обеспечить максимально качественный выход процесса, знает его узкие места, а также наверняка имеет массу идей по его улучшению. Впрочем, стоит рассмотреть пятый вариант – выбрать самого инициативного сотрудника. Вообще, при правильной атмосфере в коллективе искать такого сотрудника не придется, он сам даст о себе знать. И если инициатива сочетается с опытом и хорошими идеями, то вот он, ваш идеальный кандидат. Создание атмосферы открытости в коллективе, поощрение идей улучшения и продвижение инициативных людей позволит поставить у руля процессов тех самых сотрудников, которые приведут компанию к процветанию. Подведем итоги. Ни один из этих подходов не является готовым рецептом, и его невозможно использовать как инструкцию. Вообще их приходится комбинировать между собой, а также руководствоваться здравым смыслом, ну и имеющимися возможностями. Владелец процесса – важная и ответственная должность, которой нужно соответствовать. Вот еще несколько советов и идей по поводу того, как выбрать вашего идеального кандидата. Этот сотрудник должен понимать бизнес-задачи и мыслить категориями ценностей для бизнеса. Иными словами, закоренелый технарь, не видящий за деревьями леса и предпочитающий играть в технологии, не самый лучший кандидат на то, чтобы стать владельцем процесса.
Этот сотрудник должен быть клиент-ориентированным. Искренний сервис – вот что должно быть в приоритетах владельца процесса. В конце концов, представление пользы для его потребителей – это основная функция бизнес-процесса. Поэтому ни о пользе, ни о потребителях ни в коем случае нельзя забывать. Владелец процесса – это не номинальная должность. Она требует вовлечения и времени. Если вы хотите, чтобы дело двигалось, вам нужен сотрудник, который сможет уделить задаче внимания. Иными словами, на топ-менеджера все не повесишь. Как бы хорош ни был сотрудник, заниматься всем в раз он просто не сможет. А основная идея процессного подхода как раз в том, чтобы распределить власть между множеством владельцев процессов, у которых будет болеть за них душа. Настоятельно порекомендовал бы не назначать владельца процесса. Приказной тон здесь просто не работает. У человека у самого должен гореть внутри моторчик. В противном случае вы получите еще одного номинального руководителя. Креативный сотрудник с хорошими интеграционными возможностями – это отличное описание для отличного кандидата на владельца процесса. Владелец процесса должен обладать отличными коммуникационными навыками. Это бесспорная истина, потому что ему постоянно придется спорить с другими руководителями, искать компромиссы, продавать свои идеи, бороться с возражениями. Без харизмы здесь просто никуда. Ну и, наконец, у сотрудника должен быть отличный авторитет в коллективе. Быть знаменосцем изменений без этого условия будет очень и очень сложно. Ведь не стоит забывать про саботаж и сопротивление коллектива, которые имеют место быть практически на каждом проекте внедрения процессного управления. На сегодня у меня все. Выбор владельца процесса – дело сложное и не самое тривиальное. Надеюсь, мои советы помогут сделать вам правильный выбор. В следующий раз мы продолжим разговор про владельца процесса и как раз рассмотрим его роль в команде с точки зрения вертикали власти. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на мой канал, чтобы не пропускать следующие выпуски Naked BPM. До новых встреч!